Всем привет! В этом видео я покажу вам самое главное, базовое и самое первое упражнение, которое вы должны научиться делать, прежде чем начать качать пресс. И оно называется тазовые часы. Это движение тазом, которое, если вы научитесь делать правильно, если вы поймете, как движется ваш таз, это станет ключом к эффективному и безопасному прогрессу в ваших тренировках. Также, если вы когда-нибудь испытывали боли в спине, если вы чувствуете перенапряжение в вашей пояснице, то тазовые часы станут вашим лучшим другом, потому что они избавляют вас от боли, расслабляют спину и делают движения в пояснице легкими, свободными. И эти движения, кстати, связаны не только с качанием пресса, во всех других упражнениях очень важно правильно двигать тазом, чтобы не болела ваша спина. Для этого упражнения нам нужен только коврик. Располагаемся аккуратно через бок. Укладываем полностью позвоночник на коврик. Ноги согнуты и стоят всей подошвой на полу. Ноги, кстати, в этом упражнении тоже задействованы. Нам нужно полностью отключить прямую мышцу живота и сосредоточиться на глубоких мышцах кора, которые находятся у нас вот под этими кубиками. Упираемся ногами в пол и, напрягая заднюю поверхность бедра, подколенные сухожилия, мы таз вот здесь, все, что мы чувствуем здесь, мы подтягиваем к ребрам. Подтягиваем к ребрам, и таз даже немножечко стремится от коврика оторваться. Потом нам нужно опустить таз вниз. Представьте, что у вас вот здесь находятся часы с циферблатом. Здесь 12 часов, здесь 6, здесь 3 и 9 часов. И таким образом мы двигаемся. Сначала на 12 часов на выдохе выдохнули, подтянули таз к себе, и потом на 6 часов наоборот вдыхаем и оттягиваем таз от себя. У нас появляется такой прогиб под поясницей, может поместиться там ваша рука. Потом снова выдох, подтянули. Но, напоминаю, не прямой мышцы живота, а за счет сухожилий ног работаем, за счет глубоких мышц кора и тазового дна. Вниз, вверх, подтянули, сделали так раз 10. И можно попробовать, когда вы поняли это движение, вверх-вниз, подвигались тазобедренными суставами. Можно попробовать теперь двигать суставами по сторонам на 6 и на 9 и на 3 часов. Для этого мы приподнимаем, как будто бы приподнимаем одну тазовую косточку вверх, потом другую, но при этом мы остаемся полностью на коврике. Мы это делаем снова за счет мышц ног, за счет того, что напрягаем заднюю поверхность бедра и чувствуем глубокие мышцы кора. Мышцы тазового дна напрягаются. По сторонам поделали 5 раз. И теперь делаем вниз 6 часов, 12 часов, 3 часа, 6 часов, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Сделаем так 5 раз. Двигаемся. Двигаемся только в тазобедренных суставах. Остановились, немножко отдохните, расслабьте ноги, расслабьте живот. И снова включаем ноги и делаем то же самое, только теперь в другую сторону. Двигается только таз. Грудь полностью лежит на коврике. В другую сторону. 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6. Крутим тарелочку такую. Все. Остановка. Поднимаемся вверх. Так как мы работаем над мышцами кора и не только кора, не всегда в одном положении, не всегда мы лежим на коврике. В моих тренировках, например, очень много упражнений из этого положения. Положение столик, когда ваша спина нейтральная. Здесь тоже мы упираемся руками и коленями в коврик, и здесь тоже нам нужно научиться двигать тазом. Попробуйте делать такие же движения, как мы делали на коврике, только теперь в другой плоскости. Обратите внимание, что ваша грудная клетка должна все время оставаться на месте. Мы подтянули живот мышцами кора, напрягли спину,
точнее, выровняли спину за счет мышц кора. Грудь смотрит все время в одну точку и двигаем только тазом. Только тазом назад. Подтянули к ребрам, от ребер к ребрам, от ребер к ребрам. И теперь начинаем крутить тазом. Точно так же, как мы делали на коврике. Сначала в одну сторону. Копчиком поднимаем его вверх-вниз. Прокручиваемся в тазобедренных суставах. И в другую сторону. Остановились в нейтральном положении. И то же самое. Начали сначала, подкручиваем на себя, под себя. И потом добавляем боковые движения. 3, 4, 5. Научились так делать. И теперь встаем с коврика, поднимаемся выше. В начале тренировки я сказала, что это движение важно не только тогда, когда мы качаем пресс, но еще и во многих других упражнениях, когда мы качаем наши ягодицы. Мы часто делаем наклоны, и наклоны должны происходить за счет того, что вы двигаете тазом, уводите таз назад. Если вы научитесь делать это правильно, сохраняя поясницу ровной, держа мышцами кора ваш живот и не давая прогибаться пояснице, то ваша спина болеть не будет. И все это тазовые часы. Мы немножко приспускаемся на ногах, на коленях, и снова в этом положении снова делаем это движение. Подтягиваем. Сначала таз уводим от ребер, потом подтягиваем к ребрам. Выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Сделаем 10 раз. Сделали. Когда вы подтянули таз к себе, таз к ребрам, выпрямляемся вверх и фиксируем это положение. И заметьте, что ваши ребра должны быть в одной плоскости с лобковой костью. Мышцы на ягодицах всегда чуть напряжены. В таком положении ваша спина будет ровной, вы не будете сутулиться, у вас не будет вываливаться живот. А в движениях, когда мы будем работать на тренировках, более сложных тренировках с весом, поясница ваша тоже никогда не заболит. Поэтому делайте тазовые часы каждый день, приучайте свои мышцы работать правильно. Обязательно пишите мне свои впечатления в комментариях, а дальше будут тренировки посложнее. Так что подписывайтесь на наш канал, здесь будет интересно и полезно.